Итак, хорошенькие свои мявские, это проверка мифов Simple Sandbox 2. Еще одна рубрика, которая перекочевала к нам из шортсов. Я вот такой вот шорт снимал недавно, и он залетел, и добро пожаловать на полноценное видео. Еще одно доказательство, что вы решаете, что я буду снимать. Давайте не будем тянуть. Сразу же первый миф. Посмотри на этот прекрасный гольф-кар. И миф гласит то, что если мы положим что-то сюда, то оно останется. И это будет реально работать как какое-то хранилище вещей. Для этого теста мы берем ананас из пака шоп. И давайте как-нибудь заспавним его. И теперь попробуем его как-то туда положить. Я даже не знаю как. Аккуратней. Так, ну, похоже, положил. Но давайте суть-то в том, что сможем ли мы уехать таким образом. Заводим машину. И, ну, он держится, да. Но как-то он держится довольно странно. И только что недавно он у меня выпал. Ну и в целом, как мы можем видеть, вот этот багажник никак не влияет. Ананасу вполне нормально просто лежать на колесе. Но, кстати, вот скорость уже 80 км в час, и он не слетает. Кажется, я сейчас поверну и... Да, прощай, ананас. Следующий миф гласит о том, что у этого танка есть шины. Ну, типа, да, они есть. Но дело в том, что если мы его подбросим, то... Какого фига он прыгает? Я могу объяснить только это какими-то сверхпружинистыми шинами или какими-то сверхогромными шинами. Ну или, я не знаю, это какой-то симулятор батута, потому что это просто бред. А для следующего мифа мне придется купить вот эту машину. Потому что он гласит, что эта машина буквально ничего не весит. То есть прям пушинка. Но так не видно. Поэтому будем сравнивать ее с нашим прыгающим танком, который... Если так прыгает, значит ничего не весит. А для измерения веса будем использовать наш аналог весов. Так, давайте аккуратно поднимаемся над танком. И сейчас будем попробовать его прицепить. Бебра, прицепись. Бебра. Для прикола-то прицепись. Для рофла. Я не знаю, окей, этот танк просто не хочет прицепляться. Давайте просто возьмем более огромный танк. Кстати, он тоже прыгающий, это какая-то болезнь. Я не знаю, эта болезнь передается танковым путем или при помощи пробития. Ну, кто знает. Окей, мы его хотя бы можем прицепить. И у нас абсолютно его, короче, не получается поднять. А теперь эта машина, которая, ну, как минимум, визуально выглядит гораздо тяжелее. Подлетаем. Какого фига она буквально пушинка. То есть, посмотри на мой небольшой вертолет. Я, честно бы сказал, что эта машина весит гораздо больше того танка. Ну, возможно, это чисто визуально. Она какая-то супер облегченная модель. Но какой-то большой, не знаю, РСЗО. Что это? Чтоб это не было, она ничего не весит. Да, ну хотя бы не прыгает, ёпта. Хотя, кстати, танк, который каким-то чудом прыгает, я его поднять не могу. То есть он еще и при этом дико тяжелый. Следующий эксперимент. Сможем ли мы выстрелить из самой базовой пушки при помощи животных? Да ладно, шутка. Я понимаю, что это просто какое-то зверство брать настоящих вот этих вот животных и стрелять ими. Поэтому я возьму людей. Как мы поняли из моей проверки мифов, которые я снимал для YouTube Shorts, они вообще ничего здесь не значат. Возможно ли прицепить животных к вертолету? И, ну, похоже, нет. Не, ну это какой-то расизм просто. А при помощи машины? Да вы чё? Да им вообще пофигу. Окей, может хотя бы вот это сдвинет их? Не, пофиг. Абсолютно. Нет, ну это расизм. Бам. Ну блин, хотя бы батут. Без комментариев. Лифт. Как же им пофиг на эти стены. Погнали. О, какая красота. Ладно, давайте попробуем еще раз и уже при помощи животных. Не хочу это делать, но все ради науки. Простите, пожалуйста. Стоп, не уходите сквозь текстуры, ёпта. И... Ай, как же им пофиг, ёпта. Ну чего я ожидал вообще? Еще одно доказательство дискриминации людей в Simple Sandbox. Вот овечки, вот им пофиг на TNT-пушку. А для следующего мифа нам надо зайти на карту тюрьмы. А дальше сесть на вертолет или машину и отправиться в город. Честно, для меня уже то, что на этой карте есть город, это уже огромное удивление, потому что на ней я почти не играл. Но вот он. Так, высаживаемся и отправляемся к домам. И теперь, если мы выберем вид от третьего лица, мы должны посмотреть, что находится внутри этих домов. Пулемет, еще пулемет, еще пулемет, пулемет и пулемет. Да, ну ладно, они тут рядом с тюрьмой живут, вооружаются молодые. А следующий миф мы будем проверять на этой карте. Как многие знают, эта карта была также в первой версии Simple Sandbox. И вот в этом здании, в Simple Sandbox 1, было помещение. Оно было просто пустое, но там можно было построить какой-нибудь интересный РП. А тут... Да, кажется, его здесь нет. Возможно, это просто кажется. Давайте проверим. И... Да, его здесь
просто правда нет. А вот после этого и думай, какая версия SSB лучше, первая или вторая. А что, в третьей SSB будут вообще эту карту уберут, что ли? Следующий миф заключается в том, что NPC выше, чем мы. То есть берем точно такой же скин и давайте проверим это. Мне почему-то кажется, что... Погоди. А мне это реально кажется или... Ну, как будто они реально больше. По интеллекту, конечно, да. Просто хлеб, ёпта. Так, давай проверим следующего NPC. Стоп. А вы вообще заметили, что у меня на голове есть какой-то бугор, а у него нет? Но если не считать этот бугор, я реально ниже его. С такой камерой в SSB, конечно, сложно вообще смотреть, то как будто я реально его ниже. Ну, хотя вот этот горб, который у меня, конечно, делает меня выше, так что... Хопа. Так, мой брат бомж, и тут уже прям сильно на глаза видно то, что я реально его ниже. Ну, только нам... Да ёперный ты шашлык. Ну как же можно таким шашлыком-то быть, ёпта? А и лёг еще, ёпта. Что это за фигня? Это реально сложно, они, блин, падают, скины какие-то странные, они отличаются. Короче, как я понял, они реально разного размера. Ну и вообще это не критично, и возможно из-за того, что я могу поворачивать камеру и так искусственно уменьшать свой размер. Вот так вот я становлюсь ниже. Кстати, интересный у меня такой рюкзак, то есть он, ну, типа... Хоп, он меньше, хоп, он больше. Удобно в целом.